Всем доброго утречка. Начался мой 4-й день карантина. Я только что проснулся и только что услышал по, как это называется, не знаю, селектор или что услышал объявление, что у крю, у членов экипажа начинается дрил. Кстати, вот она. Attention please, only for exercise. Only for exercise. Foxtrot Echo. Foxtrot Echo. Foxtrot Echo. Deck 3, one of Deck 3. Velocity. Foxtrot Echo, значит, мы симулируем пожар. Так вот, дико, что мне не нужно никуда бежать, не нужно никуда готовиться. Просто сижу и буду заниматься дальше своими делами. Мы сегодня в маленьком местечке Портланд. Красота — это, конечно, хорошо, но желудок пустой и никуда не делся. Пойду я достану свой холодный, уже замерзший завтрак, как всегда. Итак, карантинный завтрак, день номер 4. Я очень скучал за тобой, рис. Сегодня тот же scramble eggs, но с сосисками, картошечка, даже салями с сыром, 2 апельсина, кофе. Кстати, забыли положить мешалочку, ну и приборы, все стандартно. Хлеб, круассан. Приятного аппетита. Я немножечко стал умнее сегодня и хочу поделиться тем, что я накопал. Так вот, мы сегодня в порте Портленд, это Англия, и это самая южная точка графства Дорсет. Этот порт, в принципе, с виду, как я его изначально воспринимал, просто обычный маленький провинциальный грузовой портик, и ничего особо примечательного, кроме горы с зелеными насаждениями, здесь особо и нет. Но это большая ошибка, потому что Портленд — это очень-очень-очень значимое место в Великобритании, да и в принципе в мире. Это небольшой остров известнякового происхождения, площадью порядка 15 квадратных километров. То есть он, в принципе, длиной 6 километров и шириной около 3. Сейчас это, конечно, уже не остров, поскольку он соединен с Британией небольшим перешейком, через который проходит федеральное шоссе, и вдоль которого проходит 25-километровый песчаный пляж Чеси. Очень красивое тоже место и очень популярное туристическое направление. В самом Портленде живет всего 12,5 тысяч человек. И, в принципе, сам городок является, по мнению туристов, достаточно скучным и неинтересным местом. Сам порт тоже не является круизным. Это обычный грузовой порт, в принципе, достаточно небольшой. Круизные компании не часто включают его в свои туристические маршруты. Да и, в принципе, оборот туристов годовой здесь это ничтожно 35 тысяч, которые для какого-то популярного круизного направления не являются даже каким-то серьезным показателем. Круизные суда, которые сюда заходят, швартуются в этом маленьком грузовом порту и шаттл-басами людей, туристов, пассажиров, гостей отвозят в ближайший город. Какой город? И дальше шаттл-басами гостей отвозят по популярным туристическим маршрутам. Кстати, всего лишь в 80 километрах отсюда, это где-то 2 часа езды, находится всем известный Стоунхендж. Так вот, о Портленде. Это место является центральной частью Юрского побережья, которое, кстати, включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Портленд еще известен тем, что здесь находится одна из самых крупных в мире искусственных бухт. Ее строительство было начато еще в 1849 году и продолжалось 23 года. Во время строительства, кстати, погибло 22 человека. Сегодня обязательно сниму выход из этой бухты. Это действительно грандиозное строение, грамотно продуманное. Еще Портленд известен в мире тем, что здесь добывается один из самых востребованных известняковых камней. Он является строительным материалом, и из него построили не только большинство строений домов здесь на острове, но и церковь Святого Павла в Лондоне, а также здание штаб-квартиры ЮНЕСКО и штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Я думаю, я все рассказал, мне уже постучали в дверь, принесли обед, пошел лежать.
Итак, день 4, ланч. Это у нас кукуруза с горохом. Это равиоли со шпинатом, это я знаю. Что-то мясное, запекание, я не знаю, что это. Это салат, там курица, и морковка видно, и какая-то капуста. Пирог, 1 яблочко, водичка, кола и приборчик. Приятного аппетита. В общем, как ожидалось, я практически проспал отход от Портленда. Я еще думал поставить себе будильник. Я проснулся только потому, что за окном, обычно в Портленде, когда отходят круизные суда от берега, от пирса, там стоит артиллерийский расчет, и они такой из бутафорской пушки стреляют, достаточно громко и эффектно во время отхода судов. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a... Кстати, ужин уже принесли. Можно посмотреть, чем там порадовал наш супершеф. Итак, сегодня жареный рис, паста с сливочным соусом, рыбка на гриле. Это очень похоже на фисташковый десерт, и хлеб, апельсин и приборы. Собственно, все. Раз, яйцетряс. Ловлю себя на мысли, что я уже пишу не блог, а какой-то дневник веду. Сегодня мы в море, и есть некоторые планы на день. Я все-таки решил сегодня наконец-то начать заниматься обучением фотошопу. Буду изучать азы этой программы. Давно хотел. Не решался, сегодня обязательно начну. И, в принципе, наверное, на сегодня все. Уже принесли завтрак, 9 часов уже. Тоже уже, наверное, мой кофе там покрылся ледяной коркой. Пошли глянем, что сегодня на завтрак. Не думаю, что там будет что-то такое новенькое, но, как правило, сосисочки будут какие-то другие. Сосисочки, как и ожидалось, другие. Картошечка сегодня не квадратная, а кругленькая. И рис не белый, индейка, круассан, печенье, все то же самое. И фрукты у нас сегодня подгулявшая груша и такие же 2 подгулявших абрикоса. Холодный мой кофе. И в принципе все. Fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Итак, ланч, день 5. Я даже не знаю, как это все называется на самом деле. Но вот это, понятно, паста томато, паста с помидорами. Это, не знаю, это что-то или говядина, или свинина. Вот это похоже на чили кон карне, но это не оно. Понятно, салат. Да. Приятного мне аппетита. Какая жесть, я настолько вымотан, просто не могу. Я не думал, что вести блог это настолько утомительно, настолько тяжело физически и морально, я не знаю. Я просто, у меня нет сил, я готов сейчас просто сожрать ведро еды и уснуть нахер на сутки.
Жестоко, жестоко. Мама, забери меня домой, пожалуйста. Итак, ужин. Карантин, день 5. Курица какая-то с карри. Это я вообще не знаю, что это такое. Ну, опять у нас какая-то вермишель. Ну, это паста, десерт. Это что это? Я даже не знаю. Что. Какой-то вискарик. Яблочко, приборы. Все, вот так вот, все очень по-скромному.